Как правильно штриховать брови, чтобы их не испортить? 5 ошибок, которые может совершить мастер, мы сегодня с вами разберем во время штрихования именно бровей уже на коже клиента. Но я буду с вами рисовать на планшете, чтобы вы точно поняли, какие ошибки вы можете совершить. И напомню, меня зовут Елена Нечаева, я создатель сети школ, сети студий и первой в России открытой лаборатории прозрачной, куда вы можете прийти на экскурсию, посмотреть, как делаются пигменты. Итак, мы с вами уже, я надеюсь, вы смотрели предыдущее видео. Если нет, то вот здесь где-то появится по ссылке, как строить брови. Я не буду вам рассказывать, просто мы прорисуем с вами примерно такую классическую бровь, когда хвост брови занимает половину тела брови. И я должна ее начать штриховать. Я специально подготовила инструмент, который как пиксели работает. Смотрите, первое, что часто делают начинающие мастера, это то, что они начинают работать вот здесь вот по контуру и сразу заглубляются, и сразу заполосят, то есть у них там слишком большой вылет иглы или, может быть, настроена так машинка, что она сразу линию оставляет, и это получается всегда некрасиво. Что я хочу, чтобы вы делали? Начинайте всегда в серединке прикасаться к вашему клиенту. То есть вот эти штрихи ваши первые, такие, знаете, трусливые, как я говорю, всегда бойтесь, машите в воздухе, потом пальцами почувствуйте, что прикоснулись, и потом уже начинаете влево-вправо гулять. То есть самый такой простой способ – это начать в середине, и потом, когда вы поняли, что вы к коже прикоснулись, все, ваш штрих хороший, равномерный, вы все чувствуете, тогда вы передвигаетесь к нижней части брови, доходите до контура и сразу уходите вверх. И проходите все это расстояние и доходите до внешнего контура. И ваши блоки, ваши штрихи, вернее, должны быть одинаковой длины и с одинаковым нажимом сделаны. Вы дошли до внешнего контура, как я сейчас, и не топчетесь никогда. Снова вот здесь вот это тоже ошибка. Многие мастера доходят до контура, сделают еще несколько штрихов, и в этот момент вы как бы законтуряете внешний край брови, и это тоже некрасиво. Поэтому всегда буквально дошли и сразу нырнули, пошли назад. Можете пройти еще раз этот блок. Также вниз и вверх. Но это всегда зависит от того, какая плотность брови вам нужна. Самое главное, помните, что доходя до внутренней или внешней границы, вы не топчетесь, там сразу уходите на прокрашивание середины, потому что почти всегда не прокрашивается именно середина. Я возьму немножко другой цвет, чтобы мы с вами могли видеть каждый новый блок, он будет нового цвета. Я рекомендую отступать буквально процентов, может быть, 30. И начинать следующий блок. То есть, смотрите, вот сейчас другого цвета мои штрихи. То есть вы уже кожу почувствовали. И вы должны заходить большей частью штриха на предыдущую вашу работу, уже сделанную. Тогда вы просто не потеряете никак эскиз. Точно так же доходите до внешнего края. Вообще на нем не топчетесь. И проходите дальше. Таким же блоком, очень медленно, стабильно, то есть у вас получается блок на блок лег. И практически полностью, то есть процентов на 20-30 мы с вами выскочили на новое место. Есть много разных схем штрихования, и в течение ближайших нескольких уроков я вам разные дам. Это такая очень простая, очень классическая. И снова я начинаю следующим блоком, выскакивая буквально на 20 также процентов примерно, накладываю этот блок и прохожу. Вы должны в идеале считать свои штрихи. Очень еще классная штука, когда вы работаете под метроном. Скачайте такое приложение, поставьте рядом его на телефоне, например, и таким образом вы сможете, как бы сказать, контролировать ритмичность своего штриха. Потому что очень часто мастеру хочется быстрее, и вместо того, чтобы сделать, например, там 50-100 штрихов на бровь, он проскакивает буквально за 10-20 штрихов, а просто представьте себе, это как если вот так вот бровь я проскочу за 10 штрихов. Конечно, я ее не прокрашу. А у вас важна ритмичность, когда вы с одинаковым таким ритмом, раз там в какой-то определенный удобный вам промежуток времени, когда вы вот это вот движение совершаете. Потому что чаще всего не прокрашена бровь получается именно потому,
потому что проскакал мастер, и вместо того, чтобы положить, там, не знаю, 150 штрихов, положил всего лишь 20 их. И вот таким образом блоками вы поднимаетесь. Новый штрих у меня получается также процентов на 20 я выскакиваю. Вот таким методом, если работать, наслоение блоков во всю бровь, то у вас практически нету шансов создать стыки между блоками, потому что вы накладываете один блок на другой. Знаете, как бывает, когда блок, и вот это место соединения блоков, где штрихи друг на друга немножко наложились, оно получается таким, как пятно, как полоска. И вот с одинаковым ритмом, очень занудно вы продвигаетесь вверх, вниз, делаете штрихи, вы продвигаетесь к внешней стороне. Никогда не начинайте свои штрихи от внешнего контура, потому что очень велик риск, что вы законтурите, прикоснетесь неправильно, например, жестко воткнетесь в кожу, и у вас там останется след. Смотрите еще какой нюанс. Я его сейчас прорисую карандашом. Вы должны примерно бровь, вообще всю, поделить на части. Можно это сделать еще даже в самом начале. То есть у меня это на автомате уже получается, когда я работаю. Вы должны понимать, что вот эта вот зона у нас, пусть она будет бирюзовая, то есть вот эта зона и вот эта зона. Это зона разряженных штрихов, то есть там их просто меньшее количество. И получается середина брови у нас, пусть она будет вот такая розовая, вот эта зона условно одинаковой плотности штрихов. Единственное, что когда у вас, например, это уже нюансы, мы в других уроках об этом поговорим, когда у вас разной плотности какие-то пучки на бровях, то вот эта зона плотности, она у вас гулять может для того, чтобы сравнять, потому что пучок и пустая кожа, эта зона должна быть прокрашена настолько плотно, чтобы пучок не выделялся, чтобы он сравнялся по насыщенности, потому что всегда некрасиво смотрится, когда какая-то недокрашенная кожа и пучки в разных местах, сразу какая-то асимметрия появляется. Поэтому имейте в виду, что вот в голубой зоне я сейчас возьму какой-нибудь контрастный штрих, черный возьму, чтобы видно было. В голубой зоне у меня штрихов буквально получается несколько. Например, если поделить всю бровь на количество штрихов, то в голубой зоне у меня будет 20 штрихов. И вот в этой зоне, которая у меня розовым выделена, у меня будет уже 120 штрихов. Вот прям такая разница. То есть вы прям берете и уплотняетесь так, чтобы у вас здесь кожа вообще не светилась, потому что это середина брови, и чаще всего она должна быть достаточно плотно прокрашена, иначе работа ваша будет бессмысленная. Здесь у меня в планшете получаются точки немножко разного размера, у вас они будут разного размера, только если у вас нестабильный гуляющий штрих, когда вы нажимаете сильнее, то слабее, и только из-за этого. Поэтому следите за качеством точек, которые за вами остаются, хоть они очень маленькие, но тем не менее это тоже можно отследить, оценить. И вот когда я подхожу вот к этой условно-голубой зоне, то здесь у меня я сразу опять делаю количество штрихов гораздо более редким. То есть буквально опять 20 штрихов, вверх-вниз, и ухожу на либо повторение того же самого в другую сторону, зависит от плотности, которая мне нужна, либо ухожу на новый блок. Самое главное правило: я никогда не топчусь у внешнего и у внутреннего контура, потому что мне не нужны там вот эти вот законтурения, уплотнения, которые, если вы замечали, то очень законтуренные по нижней части брови, они выглядят прям несимметричными. Любое гуляние доля миллиметра сразу бросается в глаза. Когда у вас нижняя часть – это такая мягкая дымка, то у вас уже таких проблем не будет. Таким образом вы доходите до самого верха, то есть здесь у вас просто расширяется, вы все то же самое делаете, количество штрихов соблюдаете, чтобы по нижней части у вас их было меньше, потом вы уплотняетесь в середине тела брови, там, где у вас максимальная яркость, увеличиваете количество штрихов. И потом, когда вы подходите здесь на широкой части, хорошо видно. Кстати, не старайтесь делать большие размашистые штрихи. Чем длиннее штрих,
тем с большей вероятностью в середине этого штриха вы заглубитесь. И у вас, если уж не вся бровь, то хотя бы какие-то точки, там какие-то заглубления обязательно будут. Поэтому выберите для себя какой-то оптимальный штрих. У каждого свой какой-то размах получается, но на самом деле, ну там миллиметра 4, максимум 5, это уже такой прям хороший штрих, и в принципе его будет достаточно. Не пытайтесь делать прям какой-то сантиметровый или 1,5-сантиметровый штрих. Итак, вот я дохожу до внешней части брови, там, где у меня голубая зона. И здесь у меня штрихов уже гораздо меньше, чтобы вот эта вот дымка разреженная осталась. Потом я тут же возвращаюсь, не топчась у внешнего контура, и прохожу еще раз внутреннюю часть. Таким образом у вас получится плотная достаточно середина, причем выбранная в выбранном вами месте, потому что вот эта вот толщина насыщенности, она может регулироваться пучками волосков или вашим каким-то пожеланием, или пожеланием клиента, потому что эта бровь вся может быть такой, знаете, дымчатой, полупрозрачной, либо вот эта плотность сосредоточена может быть чуть по верхнему краю или по нижнему. Это зависит от того, какую задачу вы преследуете. Самое главное, чтобы внешние границы были более-менее мягкими. Так, и когда мы подходим к головке, вы можете таким образом поработать. То есть вот эту середину вы тоже прокрашиваете плотно. Причем, если вы прям сразу вот так будете идти, не скакать. Если вы будете считать количество штрихов, которые вы кладете, например, вы выбрали на хвостике, это будет там 50-70 штрихов, на теле брови это должно быть уже большее количество штрихов, там может быть их 100-200, короче, зависит все от нужной вам яркости. Затем вы, когда проштриховали середину, у вас еще видно ваш эскиз, вы еще не стирали ничего, вы уже в общем и целом кожу уже почувствовали, то вот здесь вы можете просто вот либо на себя, либо от себя, это зависит от того, как вам удобнее делать вот этот штрих. Вы можете просто вот такие вот разряженные штрихи, например, во внешнюю сторону сделать. То есть это обязательно должно быть вам удобно, чтобы у вас просто штрих заканчивался примерно в нужном вам месте, и чтобы у вас получалась такая дымка, не законтуренная вот в этой части, во внешней части головки. И то же самое по верху. Ну, вот здесь по верху, где уже прямая линия у вас идет. Что я называю прямой линией? У нас бровь, помните, да, состоит из вот этих вот линий прямых, параллельных друг другу. Они не сужаются ни в изломе, ни в головке до какого-то определенного момента. Вот там, где головка скошена, какая-то мягкая, полукруглая, только в этом месте у нас они уже идут как бы на утоньшение. И если вы эти уроки не посмотрели, обязательно посмотрите, где-то появится тут ссылка на то, как строить бровь, чтобы не было ошибок, и у вас совсем не будет проблем. Так вот, штрих от себя или на себя, ну тот, который удобен, мы используем только там, где у нас уже закончилась вот эта вот прямая линия, то есть где она идет на спад, где она идет на закругление. Поэтому до этих пор мы с вами штрихуем обычными прямыми штрихами. Вот это все мы с вами прорисовываем просто вот во внешней части штрихов меньше гораздо, и во внутренней части штрихов меньше намного. То есть вы сами выбираете, какая плотность. А здесь вот в районе головки вы просто либо от себя, либо на себя, там, где ваше прикосновение максимально контролируемо. То есть у кого-то это на себя штрих, у кого-то это от себя штрих. Самое главное, чтобы не законтурить вот эту вот внешнюю часть, чтобы она осталась прям такая нежная. И это достаточно безопасно, потому что вы штрих начинаете и заканчиваете в уже и так ярком месте. То есть вот в этой зоне, где вы уже прокрасили все. Вот. И вот таким образом вы создаете вот эту дымчатую часть головки, размытую, нужной вам формы, зависит тоже от того, как вы это с клиентом обсудили. И у вас получается очень красивая такая, очень просто вот заштрихованная бровь, без всяких каких-то сложных схем, в которой вы не совершили ошибок, вы ее не законтурили, у вас получились нежные границы, и вы зафиксировали ее с самого первого раза. Какие, еще раз повторимся с вами, правила? Это считать штрихи, то есть поделить бровь на
зоны, где вам нужно много штрихов и мало штрихов. И я бы не усложняла. Например, вы выбираете 20 штрихов на там, полмиллиметра во внутренней части брови и 20 штрихов на миллиметр во внешней части брови. Все остальное прокрашено условно плотно, чтобы не было вот этих безумных дымок каких-то бесконечных, чтобы вот не заморачиваться, не пугать клиента. Этого вполне хватает. Ну, там может быть и 1,5 миллиметра, может быть и даже 2 миллиметра, зависит от задачи, конечно, каждый раз, но просто чтобы вы понимали. Вот вы выбрали, например, миллиметр, и в нем у вас 20 штрихов. Вы прям считаете. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 20. Все, 20. И дальше у вас уже лежит 100 штрихов. Вы просто в голове монотонно считаете вот эти свои 100 штрихов. То есть вы как бы регулируя в сторону продвижения руки, считаете. Потом у вас начнет это все на автомате получаться, и вы уже будете прокрашивать, вообще не думая, вы будете разговаривать с клиентом со своим. Самое главное, чтобы просто вы не скакали, чтобы штрихи были одинаковой длины, вот эти блоки, которые у вас получаются, и чтобы они накладывались, каждый блок один на другой, процентов на 80-70, и тогда у вас не будет стыков. Что я называю еще раз стыками? То есть вот я, например, блок прорисовала, и потом я рисую еще один блок, и вот это вот место соединения, там так или иначе пиксели друг на друга попадают, и вот эта вот зона, она получается часто более такой плотной какой-то и некрасиво видной. А в случае, когда вы накладываете на 70-80%, у вас не будет практически стыков ваших этих видно. И, кстати, если вы совершаете ошибки, когда у вас какие-то пятна, заглубления, в этом случае вы можете работать минералами, потому что они прощают гораздо больше того, что не простят вам гибридные краски, где каждую точку видно, каждое прикосновение результативно. Минералы, когда заживают, они чуть-чуть подплывают. И если вы все еще в своих формах не уверены, тоже. Если вы вдруг совершите ошибку, минеральные краски можно удалить практически до чистой кожи, и это достаточно легко делается. А с гибридными надо быть осторожными. Гибридными красками работайте, когда вы уже будете уверены в формах и не будете совершать ошибки. Потому что удаляются они через такой слишком теплый, какой-то рыжий оранжевый цвет, поэтому имейте в виду. Еще больше о пигментах по ссылке в описании к этому видео. Смотрите другие уроки. Если что-то было непонятно, встретимся с вами на следующем уроке, или видео, и я расскажу вам другие схемы по штрихованию, потому что их огромное количество в зависимости от задач. Все, всем пока.